Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня долгожданное, наконец-то выходит видео про медведя, которого мы с вами запаковывали вместе в посылку. Снято оно настолько давно, что я уже и забыла, что с телефона переместила его на компьютер, чтобы место не занимало. Мастер-класс я постаралась сделать максимально подробным, поэтому видео растянется на несколько частей. Но зато каждый сможет повторить этого медвежонка, и у вас не будет возникать лишних вопросов. Ну, а я связала уже первую часть головы и сейчас подбираю глазки, какие тут больше всего подойдут. Мне понравились больше всего вот такие небольшие. Их размер около 6 миллиметров. Вы можете выбрать глазки по своему желанию. Если вам нравятся больше вышитые, можете также их и вышить. Схему вязания головы я вам оставлю в описании. Не стала его снимать, этот процесс, потому что только затянется видео. Схема там очень простая, элементарная. Мы по ней уже много раз с вами вязали, поэтому вы справитесь абсолютно точно самостоятельно. Ну а я при вязании этого мишки как раз смогла протестировать свои новые маркеры. Вот в виде таких булавочек цветных пластиковых. Этими маркерами я для себя отмечаю, где у меня будут располагаться глазки. Их располагаем в районе 18-19 ряда. Итак, приступаем к глазкам. Для того, чтобы их закрепить, нам нужно продеть вот эту пластиковую ножку между столбиками. И с обратной стороны фиксируем ее пластиковой клипсой, которая идет в комплекте. Смотрите только, прежде чем крепить клипсу, проверьте еще раз и убедитесь, что глазки находятся на нужном расстоянии, на нужной высоте, а не такого размера, как вы хотели, потому что если вы закрепите все правильно и надежно, то клипсу вы после этого не снимете. Она, в принципе, для этого и придумана, чтобы после того, как уже игрушка готова и ей начнут пользоваться, никакие детские ручки не смогли отковырять эти глазки и проглотить. Каким сделать расстояние между глазками, выбирайте для себя сами, но помните, что если его сделать слишком большим, то выражение лица игрушки встает немного грубоватое. А если их сделать чуть ближе, то оно встает такое более нежное и милое. Тут уже ориентируйтесь на свой вкус, какого эффекта вы хотите добиться. Я с расположением глазок определилась и готова теперь их закреплять. Берем пластиковую клипсу. Я вам сейчас показываю неправильный момент, как их закрепляют некоторые. Ну, конечно, с моими ногтями не так просто сделать эту мелкую работу. Вот когда берут клипсу и одевают ее таким образом. Нам нужно клипсу одеть таким образом, чтобы эта выпуклая часть осталась снаружи. Наша задача как можно сильнее скрепить вот эту острую часть глазика и пластиковое колечко, чтобы в резьбу, которая есть на вот этом гвоздике, так его назовем, лучше зафиксировалась клипса. Обязательно проверьте себя после того, как вы проделаете эту работу. Вот вы можете видеть, что я плохо закрепила второй глазик, и у меня все распалось, вся эта конструкция. Поэтому лучше время немного потратить на то, чтобы еще раз себя проверить, но не было бы так обидно, когда вся работа готова, а глазик у нас вдруг потом выпал. На этом вязание головы все интересное закончилось. Остальное вы сможете довязать также по схеме, которую оставлю я для вас в описании. Ну а мы переходим к вязанию ручек. При вязании рук и тела я решила скомбинировать немного цвета. Добавила два вот таких нежных оттенка. Совсем забыла сказать, основной цвет у меня это пряжа джинс, а два вот этих дополнительных цвета это пряжа Alize Cotton Gold. Ну а мы переходим к вязанию ручек. Как обычно, мы начинаем все с кольца амигуруми, и в него набираем 6 столбиков без накида. Далее стягиваем колечко и делаем 6 прибавок подряд. В каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. В ряду получаем 12 столбиков. Итак, провяжем вместе. Вяжем первую прибавку, вторую, третья,
4, 5 и последняя 6 прибавка. Все, мы завершили второй ряд. Еще раз подтянем колечко, чтобы отверстий никаких не было. На этом этапе я всегда ввожу маркер. Вкладываю в вязание цветную нить, чтобы не считать ряды, а ориентироваться на это начало ряда. В третьем ряду мы вяжем 1 столбик без накида. Далее делаем прибавку. И так повторяем еще 5 раз. 1 столбик и прибавка. 1 столбик. Прибавка. Так вяжем до конца ряда и получаем в ряду 18 столбиков без накида. Далее вяжем 2 столбика без накида и делаем прибавку. Эту комбинацию повторяем 6 раз и получаем в ряду 24 столбика без накида. В пятом ряду сразу расскажу, что мы вяжем 3 столбика и делаем прибавку. И так повторяем снова 6 раз. В ряду получается 30 столбиков. Смотрите, после того, как вы провяжете пятый ряд и получите в ряду 30 столбиков без накида, мы эти 30 столбиков провязываем без изменения еще 6 рядов, с 6 по 11 ряд. И на этом вязание коричневой пряжи у нас закончится. Но это, конечно, если вы так же, как я, хотите комбинировать цвета. Далее приступим к убавкам и уже начнем вводить новый цвет. Я эти ряды уже провязала. Сейчас можно убрать маркер, потому что у нас новые цвета будут отображать начало ряда. Начинаю вот с такого молочного. Так, и для того, чтобы ввести новый цвет, вы уже наверняка все знаете, но еще раз покажу. Мы распускаем последнюю петлю наполовину, либо можете полностью, как у меня сейчас это получилось, и провязать ее наполовину заново. И заканчиваем ее вязать уже новым цветом. Сейчас мы провяжем несколько столбиков новой нитью, и можно будет не переживать, что она куда-то выскочит, она надежно закрепится в вязании. Поначалу кончики нити подтягивайте, чтобы у вас вязание не меняло плотность и между столбиками не образовывалось лишнее пространство. Ну а мы с вами приступили к 13 ряду, и по схеме нам нужно провязать 3 столбика без накида и далее сделать убавку. Эту комбинацию мы повторяем 6 раз. Вот 3 столбика провязали, теперь вяжем убавку. Далее снова 3 столбика, 1, 2, 3 и делаем убавку. Убавку мы делаем, провязывая 2 столбика вместе. Получается 2 столбика с одной вершиной. Для этого вводим крючок в одну петлю, в соседнюю, и все 3 петли на крючке провязываем за один раз. Итак, мы закончили 12 ряд. Далее нам нужно провязать 2 столбика без накида и сделать убавку. И так повторить 6 раз. В итоге получится 18 столбиков.
Я решила вязать одним цветом по 2 ряда. Вы можете их сделать шире, либо еще чаще комбинировать цвета, это уже на ваш вкус. Я еще один ряд провяжу этим цветом, а затем уже поменяю нить на другой цвет. Итак, я закончила этот ряд. Далее ввожу новый цвет, но у меня предыдущий ряд заканчивается на убавку. При этом принцип введения нового цвета нити не меняется. Мы точно так же распускаем наполовину незавершенный столбик, заканчиваем вязать новым цветом. Вся разница лишь в том, что у нас на крючке остается 3 петли. Их мы провязываем за один раз уже новой ниточкой. Вот таким образом. Ну а далее продолжаем вязать новым цветом. И при этом белую нить мы не обрезаем. Мы можем обрезать нить коричневого цвета, потому что она нам больше не понадобится. Ручки будем заканчивать только этими двумя цветами. Далее по схеме вяжем 3 ряда по 18 столбиков без накида, без каких-либо изменений. Получается, что я 2 ряда полных свяжу по 18 столбиков без накида, затем опять меняю нить на молочный цвет и довязываю один ряд молочным цветом. Итак, в 15 ряду мне снова нужно поменять нить. За счет того, что мы ее не обрезали, это сделать проще. Она сейчас никуда не будет выпадывать. Нам не нужно ее заново вводить, мы просто ее берем как рабочую и заканчиваем этот столбик последний предыдущего ряда уже новой ниточкой. Далее мне нужно провязать еще один ряд из 18 столбиков без накида. И далее приступаем к убавкам. Вязать следующий ряд буду также этим же цветом. У нас вязание начинает сужаться, поэтому на этом этапе можно уже добавить немного наполнителя в ручку. Я наполнитель набиваю не полностью во всю руку, а только в эту вот широкую часть. Я думаю, принцип замены цветов вы уже все поняли, поэтому в начале каждого ряда не буду акцентировать на этом внимание, а буду лишь объяснять схему дальнейшего вязания. Я видео немного ускорю, чтобы ролик сильно не затягивать, а вы после каждого моего пояснения в начале ряда можете ставить видео на паузу, и тогда каждый свяжет в своем темпе. Здесь я решила снова ввести маркер, потому что у нас ряды немного сдвигаются из-за того, что мы делаем убавки. Да и так удобнее, и не нужно лишний раз отвлекаться и проверять себя. Мы закончили ряд именно в том месте, где он должен был закончиться. Но мы подошли к 17 ряду, и теперь нам нужно провязать 16 столбиков без накида и сделать убавку. Таким образом мы в ряду получим 17 столбиков без накида. Восемнадцатый ряд мы начинаем с вязания 3 столбиков без накида. Итак, провязываем 1, 2, 3, делаем убавку и далее провязываем до конца ряда 12 столбиков без накида. В ряду получается 16 столбиков. Далее у нас идет 19 ряд. Вяжем далее 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем убавку и вяжем оставшиеся 7 столбиков без накида. В ряду получается у нас 15 столбиков.
Здесь у меня возникли небольшие проблемы с камерой, поэтому пришлось пару рядов вырезать съемку. Но я вам так расскажу, что 20 ряд мы вяжем 10 столбиков без накида, делаем убавку. После этого провязываем еще 3 столбика, получаем всего в ряду 14. В 21 ряду вяжем 12 столбиков без накида и делаем убавку. Таким образом в ряду получается 13 столбиков. До конца ручки у нас остается всего 3 ряда, и в 22 ряду мы вяжем 3 столбика без накида, делаем убавку и провязываем до конца ряда 8 столбиков без накида. 23 ряд мы вяжем как 5 столбиков без накида, далее делаем убавку и снова провязываем 5 столбиков без накида. И последний ряд, это 7 столбиков без накида, делаем убавку и провязываем последние 2 столбика без накида. Таким образом у нас остается 10 столбиков без накида в ряду. После этого обрезаем нить длиной достаточной для пришивания, добавляем еще немного наполнителя. Но, как я уже говорила, не по всей длине руки, потому что она так будет казаться слишком объемной, и при пришивании она будет очень топорщиться от тела, а нам это не нужно, это будет некрасиво, поэтому добавляем немножко. Вот такая у нас вторая ручка получилась. На этом первая часть мастер-класса у нас заканчивается. Следующее видео будет совсем скоро, поэтому подписывайтесь обязательно на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.